Всем привет, друзья! Я сегодня к вам с хорошими новостями, потому что найден супер бюджетный инструмент, который покроет все ваши задачи. Это Grace CP150 в белом цвете. Инструмент в минималистичном корпусе, ничего лишнего. В таком форм-факторе я с трудом себе представляю более бюджетный вариант. И что самое интересное, здесь есть все необходимое. В этом инструменте всего 10 тембров, но, поверьте, их вам хватит с лихвой для занятий, и больше, мне кажется, даже и не нужно. Благодаря тому, что количество функций минимальное, освоить инструмент будет очень просто. У Grace CP150 есть инструкция на русском языке, но она нам не нужна. Несмотря на то, что инструмент бюджетный, я не заметила сильной разницы в механике между этим инструментом и его более старшими моделями. Клавиатура отзывчивая, прекрасно отвечает на все действия, но, безусловно, разница в функционале есть, в более продвинутых функционал более продвинутый, так что все зависит от ваших пожеланий, потребностей, бюджета. Помимо различных тембров, здесь есть функция разделения клавиатуры, вы можете поделить клавиатуру на две области, здесь играть одним инструментом, здесь играть другим инструментом. Моя любимая функция — демо-композиции. Если вы еще не умеете играть, но очень хочется, можно включить демо-композицию и делать вот так. Здесь их всего 5, я думаю, больше точно не надо. Здесь также есть настройка тона, если вам нужно настроить не на 440, а, например, 442, или 439, или 438. Это все можно отрегулировать в настройках. В этом инструменте есть функция транспонирования. Можете транспонировать до 12 тонов. Функция полезна для тех случаев, когда, допустим, у вас ноты в до-мажоре, а вам нужно поиграть в ре-мажоре, к примеру. И вы включаете транспонирование, продолжаете играть в до-мажоре, а звучит в ре-мажоре. А вот такой вот фокус-покус. Также здесь есть полезнейшая функция, которая называется метроном. Куда же без него? Здесь есть функция записи. Можно записать одну песню в реальном времени и прослушать ее. Так, ну что, поехали. Слушаем. Работает. Даже в этом инструменте Grace позаботилась о том, чтобы крышка закрывалась плавно, и вы ей не хлопали. Здесь процессор 189 голосов, и звук фортепиано записан с концертного рояля Steinway. Громкости инструмента вполне хватит для занятий в небольшом помещении. У этого инструмента стандартные входы и выходы, 2 выхода на наушники, и, кстати, наушники шли в комплекте. Так что можно спокойно заниматься педагогу с учеником, чтобы оба были в наушниках и никому не мешали. Значит, друзья, здесь в инструкции написано: не сжигайте этот продукт. Вы поняли? Это важно. Это пианино сжигать нельзя. Если вы вдруг во время занятий психанули, у вас что-то не получилось, вы такие: сожгу нафиг, и решите еще хлопнуть крышкой вот так вот, то у вас не получится не хлопнуть крышкой, потому что здесь механизм антихлопанье крышкой, во-первых. А во-вторых, в инструкции написано, что и сжигать его нельзя, представляете? Так что придется придумать другую причину не заниматься. Интересно, что инструмент сделан таким образом, что когда вы играете в верхнем регистре, то звуки звучат в правой стороне. Когда в нижнем регистре, то в левой стороне. Получается такая имитация акустического рояля. Ну что, друзья, итог таков. Я считаю, что это
Прекрасный бюджетный вариант для того, чтобы начать заниматься музыкой. Это уже третий инструмент Grace у меня на обзоре, и могу сказать, что он абсолютно не разочаровал. Grace делают отличные инструменты в своем ценовом сегменте. Кто знает, может быть, в будущем они начнут делать инструменты для профессионалов. Было бы интересно затестить. Пишите, что думаете в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!